Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» и я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также не забывайте заглядывать в раздел Shorts и в раздел Сообщества. Там представлено большое количество уже готовых узорчиков. Если вам узорчик понравился, нажимаете на ссылочку, переходите на полное видео, и я вам расскажу, как связать данный узорчик. Отдельный привет, слова благодарности передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, просмотры, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, даже с палитрой такой работали. На канале есть узорчики с такими ниточками, ну и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не знает данные ниточки, смотрите, называются они Визель Rainbow Angora. Сразу же назову цвет, цвет номер 10. Это, видите, такой интересный переходящий цвет от белого. Дальше идет нежно-голубой, потом потемнее, 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 доходит до синего, видите? А потом будет идти в обратном порядке. Что это за ниточки? Смотрите. Моточки большие, в 100 граммах находится 550 метров. По составу это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И нам здесь советуют производители брать крючок спицы, смотрите, 5-6 миллиметров. Но дело в том, что я данную пряжу вязала и вязала крючком номер 3. В принципе, под мои узорчики и под мою плотность вязания меня все устраивает. Я вот сегодня возьму крючок вот номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть. Не обязательно искать, бегать такую же, как у меня. Так? Все узорчики универсальные. И один и тот же узорчик из разной пряжи может выглядеть по-разному. Поэтому пробуйте, вяжите из летней, из демисезонной, из зимней. Самое главное, точно так же прочитайте инструкцию и правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка четкая, все понятно, все доступно. Кто уже умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет, вы повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Но при этом обращайте внимание на схемку. То есть мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. И так незаметно для себя вы научитесь работать со схемками, и дальше уже любая схемка для вас будет не проблема. Итак, смотрим. Первоначальный ряд, тут, конечно, не отмечено в схемке, сколько мы будем делать набор петель, да, но, допустим, предположим, что раппорт узорчика 8 петелек. Получается, мы давайте наберем с вами 4, например, раппорта, это получается 32 воздушные петельки, одну петельку дополнительно, для того, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я предположу, что я буду набирать 33 воздушные петельки, посмотрим, что получится. Итак, в начале все как всегда, петелька фиксации. Начинается у меня вязание беленькой ниточкой, видите, да? Потом будет меняться цвет. Итак, 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее, новички, давайте сделаем с вами вспомогательный ряд, чтобы мы не запутались в воздушных петельках. Мы сделаем столбики с накидом, в столбиках мы точно не запутаемся. Итак, для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. И вот в эту пятую петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Это будет наш столбик с накидом. Накид. Следующую по порядку петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязали также столбик с накидом. И вот так вот мы с вами шагаем, ныряем в каждую петельку цепочки, провязываем по одному столбику с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Угу. Получается, я набрала 33 воздушные петельки, значит, у меня должно получиться 33 столбика с накидом, не больше, не меньше. Не забывайте, что вот эти вот первые 3 петельки, которые мы с вами провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 столбиков я уже провязала.
Давайте самостоятельно до конца ряда, несложно, но в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Итак, для начала 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Теперь делаем 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, 3. Итого у нас получается, что здесь 7 воздушных петель. Теперь давайте предположим, что мы пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик мы провязываем столбик без накида. Есть. В следующий столбик опять столбик без накида. 2. И в следующий столбик без накида 3. Вот что у нас по итогу получилось. Дальше смотрите. Мы с вами должны будем провязать 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь в столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. И в шестой столбик провязываем столбик без накида. Раз. Следующий столбик без накида 2. Следующий столбик без накида 3. То есть вот такая вот у нас большая-большая арочка. Так? А в самом начале ряда она, получается, была маленькая. Поняли, да? Дальше точно так же провязываем опять 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. В столбиках пропускаем 5 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5. В шестой нырнули, провязали столбик без накида. Раз. Следующий столбик без накида 2. Следующий столбик без накида 3. Вот опять большая арочка. Дальше. Давайте вместе до конца уже провяжем, да? 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 5 столбиков пропускаем. Раз, два, 3, 4, 5. В шестой нырнули, провязали столбик без накида. Считаем первый столбик, следующий второй столбик без накида и следующий третий столбик без накида. Теперь делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Теперь будьте внимательны. 2 накида. 2 столбика пропустили. И там, где у нас были 3 петельки подъема в предыдущем ряду, в третью петельку аккуратненько провязываем. Смотрите, по 2 петельки. 2, 2, 2. Это получается столбик с 2 накидами. Видите, такой высокий. Поэтому мы в начале ряда делали в начале 4 воздушные петельки подъема, потом 3 петельки по узорчику. Все, мы с вами вместе провязали первый ряд. Идем дальше. Итак, для начала мы делаем одну воздушную петельку, поворот, и верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Есть. Дальше работаем с этой вот маленькой арочкой. Мы в нее провязываем, получается, 4 столбика без накида. Итак, раз, сюда же, 2, сюда же, 3 и сюда же 4. Есть. Теперь переключаемся вот на наши 3 столбика. Раз, два, 3 столбики без накида. И в центральный второй столбик провязываем столбик без накида. Дальше переключаемся вот на эту большую арочку и в нее провязываем 9 столбиков без накида. Итак, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Обвязали, получается, нашу арочку. Дальше точно так же. Вот 3 наших столбика. Мы к центральному второму столбику приходим, да, присоединяемся столбиком без накида. Так. Столбик без накида. Дальше точно так же следующую арочку провязываем 9 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
9. И опять присоединяемся вот к центральному, получается, столбику из 3 ко второму столбику, столбиком без накида. Видите, мы так обвязываем, получается, наши арочки. Все, не сложно, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда, и заканчиваем мы ряд так же, как и начинали. То есть у нас здесь вот такая вот пол арочки, да. Мы сюда будем провязывать 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. А дальше в четвертую петельку, получается, подъема мы провязывали раз, два, три, 4. Вот в эту петельку мы провязываем последний 5-й столбик без накида, и на этом наш ряд закончен. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика провязываем столбик без накида, есть. И в следующий по порядку столбик без накида. Теперь воздушная петелька. И теперь будьте внимательны. Мы делаем с вами 3 накида. Раз, два, три. Теперь переключаемся вот в следующую, получается, в эту арочку. И ко второму столбику. Считаем первый столбик, второй столбик. Вот ко второму столбику присоединяемся. Вытягиваем ниточку. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Это получается, видите, какой высокий столбик. Столбик с 3 накидами. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять делаем 3 накида. Раз, два, три. И теперь возвращаемся вот пол арочки. Мы отсчитываем, получается, 2 столбика. Раз, два, назад. Именно в этой арочке. Я иду вот так вот сзади за столбиком, за большим. Присоединяюсь к столбику без накида. И вытягиваю ниточку. И провязываю по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. И у нас с вами формируется вот такой вот высокий большой крестик, состоящий из столбиков с 3 накидами. Идем дальше. Воздушная петелька. Теперь переключаемся, смотрите. Вот получается наша большая арочка. И мы с вами вот эти вот первые 3 столбика. Раз, два, второй мы провязали 3. Пропускаем из четвертого. С четвертого, будьте внимательны, начинаем провязывать столбик без накида. Раз. 5 столбик без накида. 2. 6 столбик без накида 3. И у нас остается с вами 7, 8, 9. Поняли, да? То есть 3 центральных столбика мы провязываем столбиками без накида. Вот что у нас получается. Дальше опять воздушная петелька. Опять 3 накида. Раз, два, три. Переключаемся на следующую арочку. Присоединяемся ко второму столбику. Считаем первый, второй. Нырнули в него, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с 3 накидами. Есть. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять делаем 3 накида. Раз, два, три. И возвращаемся вот к предыдущей нашей арочке. Отсчитываем 2 столбика назад. Раз, два. Идем, получается, чтобы нам было поудобнее, за нашим столбиком с 3 накидами. Вот таким вот образом захватываем столбик без накида, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2. Опять сформировали вот такой вот высокий большой крестик. Воздушная петелька. И опять присоединяемся к центральным 3 столбикам. Отсчитываем первый, второй, третий, четвертый. Начинаем с четвертого. Столбик без накида 1, 5, да, столбик без накида 2 и в 6 столбик без накида 3. Все. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Получается, в начале ряда у вас всего лишь здесь будут 2 столбика, крестик, 3 столбика, крестик, 3 столбика. Дальше будет крестик, 3 столбика, крестик, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Я думаю, что у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот когда провязали практически до конца ряда, вот наш крестик, так, я сделала уже воздушную петельку, и здесь вот наш второй столбик, который мы присоединяли, получается, столбик с 3 накидами, один столбик пропустили, и вот по эти последние 2 столбика мы провязываем столбиками без накида, раз столбик, и последний, получается, 2 столбик без накида, на этом наш ряд закончен. Дальше воздушная петелька, поворот.
Сюда же, в верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. А теперь смотрите. Вот получается у нас здесь перед нашим столбиком с 3 накидами маленькая арочка из воздушной петельки. В нее провязываем столбик без накида. Дальше в сам столбик с 3 накидами провязываем столбик без накида. Теперь в арочку между вот этими столбиками, да, там где вот наш крестик, вот эта арочка, мы сюда провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Теперь вот верхушку столбика с 3 накидами, столбик без накида. И после него получается арочка из одной воздушной петельки, столбик без накида. Если вы внимательно посчитаете, то у вас получится 9 столбиков без накида. Получается раз, два, так, здесь 5, это получается уже 7, 8, 9. То есть точно так же, как мы с вами провязывали самые наши первые вот эти вот арочки. Помните, у нас в итоге было 9 столбиков без накида. Дальше смотрите. Вот наши 3 столбика идут. Раз, два, три. Опять к центральному присоединяемся и провязываем столбик без накида. Теперь смотрите, что делаем. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Возвращаемся опять к нашему столбику без накида. Захватываем петельку, которая такая вот горизонтальная и вертикальная. Вот они. Вытягиваем ниточку и протягиваем ее же через петельку на крючке. И у нас с вами получается вот такой вот интересный элемент под названием пико. Вот такая петелька. Все. И дальше опять повторяем. В арочку перед столбиком с 3 накидами столбик без накида. Дальше в сам столбик с 3 накидами столбик без накида. Теперь в арочку между столбиками, вот, которые образуют крестик, здесь у нас 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Теперь столбик с 3 накидами, столбик без накида. И в последнюю арочку столбик без накида. То есть в сумме опять у вас здесь получается 9 столбиков без накида. Теперь точно так же присоединяемся к центральному столбику из 3. Раз, два, 3. Нам нужен второй. Провязали столбик без накида. Теперь делаем 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. Возвращаемся к нашему столбику без накида, захватывая на 2 петельки вот таким вот образом. Одна как бы горизонтальная, да, другая вертикальная. И вытягиваем ниточку, и ее же протягиваем через петельку на крючке, а формируется такая вот петелька-капелька, называется пико. Все. И вот так вот вы шагаете и провязываете до конца ряда. Я думаю, что несложно, у вас получится. Встречаемся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, провязали практически до конца ряда. Вот что у нас по итогу получается. Видите, да, начинает потихонечку меняться цвет, вводится голубой цвет. И смотрите, мы провязали 9 столбиков без накида. Дальше у нас тут 2 столбика. Раз, два. Первый мы пропускаем, во второй провязываем столбик без накида. И на этом наш ряд закончен. Дальше 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, 3, 4. Поворот. 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, 3. Итого получается 7 воздушных петель. Теперь вот переключаемся на нашу арочку. Тут у нас, помним, да, 9 столбиков без накида. Получается, первые 3 столбика пропускаем. Раз, два, 3. И с 4-го начинаем провязывать столбик без накида. Раз. В 5-й столбик без накида 2. И в 6-й столбик без накида 3. Опять с вами делаем точно так же, как в самом начале. Помните, делали вот такие вот арочки. Делаем 7 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Перепрыгиваем наш вот это вот пико до следующей, получается, арочки, в которой 9 столбиков без накида. И мы с вами пропускаем, получается, первые 3 столбика. Раз, два, 3. И начинаем с 4-го провязывать столбики без накида. Раз, два, 3. Поняли, да? То есть наша с вами задача точь-в-точь повторить самый первый ряд, там, где делали мы маленькая вот такая вот арочка, потом большая арочка, дальше опять над пико большая арочка, над пико большая арочка, и в конце ряда я вас встречу. Справитесь? Я думаю, справитесь. Схемка перед вами. Так, ряд мы уже провязывали, вы знаете.
у вас получится. Давайте. Так, смотрите, когда провязали практически до конца ряда, как мы заканчиваем ряд? Мы здесь, получается, провязываем всего лишь только 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А теперь делаем 2 накида. И в столбик без накида предыдущего ряда провязываем столбик с 2 накидами. Понятно, чтобы у нас узорчик как бы сохранился. Дальше воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика мы провязываем столбик без накида. Точно так же в маленькую вот эту арочку, так же как мы провязывали вот здесь вот в нашем втором ряду, мы провязываем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. И опять также переключаемся к центральному столбику и провязываем столбик без накида. Здесь вот в эту большую арочку мы провязываем 9 столбиков без накида. Помните, да? То есть ваша задача повторить точь-в-точь, как мы провязывали вот второй ряд. То есть здесь вы просто обвязываете все наши арочки. Ничего сложного. Угу. Все, смотрим на второй ряд и провязываем самостоятельно. Давайте до конца ряда. В конце ряда встретимся. Так, смотрите, вот мы с вами провязали до конца ряда. Все точно так же, как мы провязали во втором ряду. Здесь, получается, в маленькую арочку мы провязали 4 столбика без накида. И в четвертую петельку подъема получается 5 столбик без накида. Дальше воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика провязываем столбик без накида. И дальше помните, да, после обвязки мы делаем крестики. Вот наши крестики. Все то же самое. Получается, вначале мы провязываем в следующий столбик столбик без накида. Далее воздушная петелька. Раз, два, три накида. И шагаем вот, получается, первый столбик, второй столбик следующей арочки. Во второй столбик провязываем столбик с 3 накидами. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять 3 накида, вернулись в предыдущей арочке, отсчитываем второй столбик сзади. Раз, два, то есть как бы назад считаем, да? И точно так же во второй столбик провязываем столбик с 3 накидами. Раз, два, три. Все по 2 петельки, видите? Опять формируется крестик. Воздушная петелька. Здесь, получается, мы провязывали во второй столбик, дальше считаем третий столбик. И с четвертого начинаем провязывать столбики без накида. Раз, столбик без накида. 2, столбик без накида. 3, столбик без накида. Поняли, да? Воздушная петелька и опять крестик, крестик, крестик. Угу. То есть все то же самое, что мы с вами вот провязывали в нашем, получается, третьем ряду узорчика. Все, давайте самостоятельно опять до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот когда мы провязали наши крестики, так, мы закончили ряд, получается, вот у нас 2 столбика без накида. Дальше продолжаем. Воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика столбик без накида. А дальше шагаем вот в арочку перед столбиком с 3 накидами. Провязываем столбик без накида. Раз. В сам столбик с 3 накидами столбик без накида 2. В арочку между столбиками с 3 накидами провязываем здесь 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. И дальше получается вот опять в столбик с 3 накидами столбик без накида. И за ним получается в арочку столбик без накида. То есть мы с вами провязали вот эту вот арочку нашу, опять 9 столбиков без накида. Теперь 3 столбика без накида. В центральный столбик провязываем столбик без накида. И помните, да, что мы здесь должны сделать вот такое вот интересное пико. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Вернулись опять к нашему столбику без накида. Вот так вот захватили петельки. Вытянули ниточку и протянули ее же через петельку на крючке. Вот такой вот получается у нас капелька. Вот такое интересное пико. Все, повторяем тот же самый ряд, получается, где мы обвязываем наши вот эти вот арочки с крестиками и делаем пико. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали, получается, еще один ряд с нашими пико. Получается, обвязка арочек с крестиками и пико. Смотрите, мы, получается, с вами провязали 2 вертикальных раппорта узорчика.
Ничего сложного. Сам по себе узорчик 4 ряда. Вначале мы делаем арочку, потом мы ее обвязываем столбиками без накида. Далее мы делаем крестики, их тоже обвязываем столбиками без накида и дополнительно пико. Потом никуда не смещаемся. Так? Все то же самое. Остаемся на том же уровне. Опять провязываем такие же арочки, обвязываем их столбиками без накида. Дальше провязываем крестики, их тоже обвязываем столбиками без накида и дополнительно пико. Все. Вот и весь узорчик. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Уже видно, что красиво, да? Я просто хочу проследить, как будет меняться цвет. Успеет ли, так скажем, ниточка дойти до темно-синего. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Что-то такое интересное, необычное, оригинальное, ближе к декоративному, да? Вот, смотрите, получается, мы с вами провязали 2 вертикальных раппорта, да, то есть заканчивается раппорт, получается, пико. Считаем по пико. 1, 2, 3, 4, 5. То есть 5 раппортов я провязала. И вот что по итогу получается именно в плане цвета, смены цвета. Видите, потихоньку, медленно происходит смена цвета, но до темно-синего, видите, еще как бы далековато. Ну, а потом пойдет обратно, то есть будет наоборот светлеть. Вот как меняется цвет в данных ниточках. Сам по себе узорчик, мне кажется, что-то декоративное, да, как бы в изделии слабо видно. Возможно, это какая-либо заставочка, например, в летней в топике, в летней маечке, например, на спине, да. Либо, например, из данной пряжи это может быть какой-то интересный шарфик. Может быть, может быть. То есть что-то вот такое вот. Либо это, возможно, наволочка для подушки. Почему бы и нет, да? Ну, конечно, из другой пряжи. Вот. Подбрасывайте идейки. Как бы узорчик оригинальный, интересный, подбрасывайте идейки. Конечно, на будущее, мне кажется, я бы, возможно, поменяла его. То есть я бы сделала везде вот такие вот крестики. То есть я бы не оставляла такое большое окошко с пико, а везде бы сделала крестики. От этого узорчик был бы не такой дырявый. Ну, хотя данный узорчик тоже имеет право жить, согласитесь, да? Поэтому нужна ваша помощь. Подбрасывайте идейки, куда можно использовать данный узорчик и из каких лучше ниточек. Итак, из моих ниточек вот так вот тянется и вот так вот тянется узорчик. Из ваших ниточек может тянуться больше, может меньше. Поэтому в любом случае вяжите своей рукой, своей плотностью, своим крючком, своей пряжей. У вас будет, конечно, все по-другому. Возможно, из вашей пряжи узорчик будет выглядеть немного выигрышнее. Так что пробуйте. Давайте замерим. Итак, получается, я набирала 33 воздушные петельки. У меня из моей пряжи, моей плотностью вязания, это получается вот, ну, практически 16 сантиметров, 15,8. И здесь получается у нас, если мы провязали 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 4 ряда, это 20 рядов. И самый первоначальный с новичками набирали мы 21. Давайте замерим, сколько же это будет. Это будет, смотрите, 17 сантиметров. Сам по себе узорчик несложный вообще. Так? То есть запоминать тут в принципе нечего. Все настолько вяжется с закрытыми глазами. У каждого получится. Так что пробуйте обязательно. Возможно, из ваших ниточек вот как раз придут идеи, что можно интересное связать. Вот так он смотрится, когда наоборот, да, то есть пико смотрится, когда сверху. Вот таким вот образом. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Очень много зрителей смотрят видео, но не подписываются. Подписывайтесь заранее, спасибо большое. Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Не забывайте писать комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо вам большое. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.